Помните, в 2000-х годах был бум на автомобили из Японии. Особой популярностью пользовались рамные внедорожники с дизельным мотором. Оно и понятно, дизель экономичный, тяговитый, но есть и обратная сторона. Он шумный и вибрирует. Времена изменились. Рамные внедорожники вытесняются кроссоверами с несущим кузовом, а редкий производитель решается завести дизельные моторы в Казахстан. BMW как раз таки относится к этим редким производителям и предлагает дизельные моторы на каждую модель своей линейки. На примере BMW X7 я расскажу вам, чем так хорош дизельный двигатель и чем так хорош BMW X7 с дизельным двигателем. А как это проверить? Конечно же, отправиться в путешествие в одно из самых красивейших мест нашей страны – Боровое. Мы выехали, заправили полный бак, по приезду замеряем расход. BMW X7 в базовом оснащении имеет адаптивные LED-фары, 20-дюймовые диски, пневмоподвеску, двойное остекление, спортивные передние кресла с электроприводом и памятью, обитые искусственной кожей, 12-дюймовые мониторы системы BMW Live Cockpit Professional, 4-зонный климат-контроль, панорамную крышу, акустику Hi-Fi с 10 динамиками мощностью 205 Вт, третий ряд кресел, атмосферную подсветку. По сути, вам останется добавить подогревы и камеру заднего вида, и в модификации X-Drive 30D 3-литровым 6-цилиндровым дизелем мощностью 265 лошадиных сил вы получите автомобиль ценой около 40 миллионов. За такой BMW это просто фантастическая цена. Я еду со скоростью 140 км в час. У меня включен круиз-контроль и ассистент вождения Professional. Это значит, что автомобиль сам держит полосу. Все, что мне нужно, смотреть на дорогу и держать руку на руле. На скорости машина управляется как по рельсам. Это благодаря тому, что задние колеса поворачивают в сторону передних. А еще в машине установлена опциональная система Executive Drive Pro с активным стабилизатором, который не только уменьшает крены, но и повышает общий комфорт. В паре с пневматической подвеской машина плывет как по волнам, и это несмотря на 21-е колеса. В общем, путешествовать одно удовольствие. У машины относительно небольшой радиус разворота, благодаря опции интегральное активное рулевое управление. На малых скоростях задние колеса подруливают в противоположную передним колесам сторону, как на скейтборде. Мы подъезжаем к точке назначения. Расход у нас уже установился. При скорости в 140 км в час он составляет 9,5 литров. Наконец-то я приехал, ни капельки не устал. Интересно, а как задним пассажирам? По умолчанию в X7 на втором ряду кресел сделан вот такой вот диван. Но опционально вы можете установить два раздельных комфортных кресла. Мой рост 180 сантиметров. Я настрою заднее кресло под себя же, чтобы мне сиделось комфортно. А теперь проверим, как будет третьему ряду. Чтобы попасть на третий ряд, достаточно нажать на эту кнопку. Выражаясь самолетным языком, здесь премиальный эконом-класс. Здесь не тесно, но и не просторно. Есть подстаканники и гнездо для зарядки смартфона. А еще за дополнительную плату можно установить климат-контроль. В базовом оснащении доступна вот такая коротенькая шторка в багажник. Но если вам нужна длинная шторка, вы можете заказать ее опционально. Вместе с ней идет кармашек-сетка и сетка для фиксации груза в багажнике. Если вам нужно больше места в багажнике, вы можете разложить третий ряд кресел вот этими вот кнопками. Подробнее об этом вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании. Здесь стоит пакет M-Sport с агрессивными бамперами и порогами, большие 21-дюймовые колеса,
лазерные фары, которые по дизайну от базовых отличаются синими вставками, опциональная черная решетка, вместе с которой еще идут молдинг на крышке багажника и выпускные патрубки в таком же глянцевом цвете. Внутри современная классика BMW. Все сделано так, чтобы вам не пришлось привыкать к эргономике новой для вас модели. А теперь я развею миф о вибрации в салоне от двигателя. Запускаю. На кресле вибрация не ощущается. Немножко на руле. На панели совсем не ощущается. И двигатель еле слышно. Похоже, что я буду путешествовать бизнес-классом. Жалко без стюардессы. Тяга у двигателя отменная. Дизельные двигатели славятся тем, что у них высокий крутящий момент, гораздо выше, чем у бензиновых моторов. Восьмиступенчатая трансмиссия переключает скорости очень плавно, вы даже их не ощущаете. И максимально реагирует на кикдаун. Вы только послушайте, какой звук. BMW X7 однозначно автомобиль для города, для путешествий, для семьи. А дизельный двигатель поможет уехать как можно дальше. Но если вы любите бензиновые двигатели, такие тоже имеются. Пройдите тест-драйв у официального дилера BMW в Казахстане и выберите подходящий для вас автомобиль.